Всем привет! Все мы помним, что основной проблемой угонов в предыдущие несколько лет были ретрансляторы. Такие приборы, которые удлиняют радиус действия штатного ключа и позволяли угонять машину за 10 секунд. Быстренько мы сейчас вспомним, как они выглядели с 2010 по 2019 год и как они работали. Сперва это были вот такие довольно объемные изделия. Приемо-передающая антенна располагалась по периметру девайса и позволяла транслировать сигнал на расстоянии в среднем до 2 километров. В первую очередь изделия появились для автомобиля семейства Toyota, распространяли действие и на бренд Lexus в том числе, так как электронная начинка этих машин одинаковая. Воздействием подвергались объекты в магазинах или ресторанах в близости от припаркованного автомобиля. Если в общественных заведениях достаточно было проникновения радиоволн через стеклянные фасады, то для квартирных угонов все было сложнее. Поэтому в более поздних версиях появились рамочные антенны с дополнительным усилителем, используя которые можно было ретранслировать сигнал ключа к машине через бетонную стену из прихожей квартиры собственника. Затем появились изделия, закамуфлированные под портативные радиостанции. Включить подобную штуку можно было только применяя индивидуальный пин-код. Это защищало угонщика от ареста с поличным. Было очень сложно доказать причастность этого изделия к специальным техническим средствам и к хищению. Они распространялись и на Nissan, и на Infiniti. Производитель Toyota спустя некоторое время сильно озадачился этой уязвимостью. Для этого в России был создан форум с привлечением разработчиков из Японии и Бельгии, а также российских экспертов по противоугонным технологиям для изучения этой проблемы. И после 2017 года внедрил новое поколение бесконтактного доступа, уходящего к многоканальности. Однако уже через некоторое время к нам на экспертизу в руки попал прибор, способный побороть и это нововведение японских инженеров. Корпус, находящийся у угонщиков, был выполнен в том же виде портативной рации, что делало безопасным использование в случае задержания. Кульминацией стали удочки вот такого вида, мультибрендовые, содержащие в себе железо и алгоритмы работы практически со всеми современными автомобилями. Что же происходит на данный момент? Нам часто задают эти вопросы и журналисты, и пользователи, так как тесты актуальности по ретрансляции нами были проделаны уже более года назад. Также массовое тестирование, проводимое немецкими инженерами, при котором проверялись порядка 270 марок и моделей автомобилей, показавшее подверженность в 95% случаев угрозе ретранслирования, проводилось тоже давно, в начале 2019 года. Забегая вперед, я скажу, что некоторые автоконцерны уже обзавелись необходимой защитой. Но перед тем, как мы ознакомимся с новыми технологиями и кому они на текущий момент принадлежат, давайте справедливости ради рассмотрим 7 вариантов защиты от угона при помощи ретрансляции. Так как подавляющее количество автовладельцев до сих пор используют машины со старыми, подверженными угрозе системами доступа. Это продолжает многократно фиксировать камеры наружного наблюдения. Автопроизводители не сразу реагировали на появление ретрансляторов, поэтому некоторые умельцы начали самостоятельное внедрение механизмов, отключающих пассивное излучение ключа. Для этого один из наших зрителей применил микровыключатель. Стоимость около 30 рублей, немного усердия и 30 минут времени. Получилось скрестить ключ с кнопкой, которая отключает батарейку на время отсутствия владельца около автомобиля. Ответом на появление длины руки, это второе название ретранслятора, со стороны автопроизводителей стало внедрение возможности отключения бесконтактного доступа программным способом на самом ключе автомобиля. Большинство производителей реализовали такую функцию. Заключается она в комбинации нажатия на штатные кнопки заводского брелка, а в некоторых моделях машин сюда добавляются еще и комбинации действий с кнопками в самом автомобиле. Например, для моделей Volkswagen применялась двухшаговая деактивация бесконтактного доступа. Выходя из машины, надо было закрыть двери кнопкой на брелке, а затем в течение 5 секунд прикоснуться к сенсору ручки водительской двери. В дальнейшем это отключало функцию keyless, и автомобиль не реагировал на ретранслятор, а открывал двери только после нажатия кнопки на родном пульте. Отключение Keyless Go на Mercedes активируется 2 короткими нажатиями закрывающих кнопки на ключе. 2 коротких и 1 длинный сигнал дадут знать о том, что никто, кроме владельца, не попадет в салон, не нажав кнопку на ключе.
Keyless Entry на Range Rover деактивируется следующей комбинацией клавиш на ключе. Трехкратное нажатие кнопки фар и однократное нажатие разблокировки. Далее необходимо коснуться кнопки на ручке двери и нажать на ключе кнопку блокировки. Для тех, кому не удалось в штатном функционале получить отключение бесконтактного доступа, либо перечисленные два варианта показались слишком сложными, с 2016 года, после обнародования идеи временного зачехления радионепрозрачную ткань, многие стали предлагать идею экранированного чехольчика для ключа. На сегодня его можно купить в свободной продаже в интернете, чаще это малосерийное кустарное производство с розничной стоимостью от 700 до 3000 рублей, в зависимости от красоты, реализации и используемых материалов. Подходим к автомобилю, пробуем открыть центральный замок. Ключ у меня находится в чехле Фарадея. Несколько попыток, центральный замок не открывается. Вытаскиваем ключ из чехла. Пробуем открыть. Центральный замок открыт, можно ехать. Однако специалисты швейцарского института, которые ранее предлагали в качестве панацеи обертывание ключа в фольгу или хранение в металлической банке, в последних своих исследованиях уже не предлагают применять этот способ, так как плотность обертывания или примыкания экранированных деталей не всегда может быть эффективной и обеспечивать непрохождение сигнала. Еще одну попытку защитить существующий способ идентификации заводской системы предложили польские инженеры в своем изделии Keyless Protector. Принцип работы очень прост и представляет собой вставку в батарейный отсек штатного пульта, дополнительная схема которого начинает пропускать питание от батарейки после срабатывания акселерометра на предмет двукратного похлопывания по карману, в котором хранится ключ. К сожалению, изделие стоимостью порядка 130 евро нам приобрести в России не удалось, вероятнее всего из-за низкого спроса в силу ограничения комфортных функций. Все 4 упомянутых выше способа резко ограничивают удобство пользования бесконтактным доступом. Начиная с открывания багажника с пинка, когда я подхожу к автомобилю с тяжелыми предметами, без кейлеса я такого уже не сделаю. Заканчивая поисками ключа в карманах для открытия двери. Российские пользователи склонны не обременять себя действиями, смирившись с риском угона, либо все же прибегать к защите радиоканала от взлома при помощи дополнительных систем валидации. Вот об этом мы сейчас более подробно поговорим. Говорю. Кому говорят, говорю. Далее мы рассмотрим вопрос применения дополнительных охранных систем и почему функции блокировки штатного радиоканала совместно с ними стоят от 0 до 10 тысяч рублей. Идентификаторами в данных случаях могут выступать дополнительные радиометки, которые хранятся в бумажнике, либо приложение на мобильном телефоне. При установке современной дополнительной охранной системы и на современный автомобиль почти всегда происходит подключение к цифровой шине CAN. В некоторых системах и для некоторых автомобилей блокировка штатного радиоканала уже организована по цифровой шине. Это следует уточнять у вашего мастера при установке, потому что зачастую эта функция выключена. Чтобы понять принцип последующих нескольких блокировок радиоканала, мы обратимся к Геннадию, который является мастером по изготовлению подпора штатки. Именно так эту функцию называют в профессиональных кругах инсталляторы. И перед тем, как Геннадий нам немного поведает эту историю, посмотрим, как же работает штатная схема авторизации бесконтактного доступа, из каких сенсоров и передатчиков все это состоит. Большинство систем состоит из ключа автовладельца с двумя каналами связи. Первый работает на частоте 125 кГц и взаимодействует с активными антеннами в порогах и под задним бампером автомобиля. Радиообмен начинается в метре от машины. После срабатывания сенсора ручки водительской двери начинается мгновенный радиообмен на частоте 433 МГц. Обмен на разных частотах подтверждает авторизацию, открывается центральный замок и отключается заводская сигнализация. Ген, ну вот у нас есть машина BMW. Исходя из принципа радиообмена штатного ключа, что здесь вообще можно залочить? Ну, начнем с самого банального. Поскольку блокировки по CAN здесь нет, а блокировка по LIN чревата рассинхронизацией штатных ключей и блоков, поэтому найдем низкочастотную антенну, которая начинает радиообмен. На этом автомобиле внешних низкочастотных антенн 3, в порогах, под задним бампером и еще 5 внутренних. Для наглядности покажу одну из них.
Логика на данной модели позволяет заблокировать одну такую антенну, чтобы бесключевой доступ перестал работать. Но на подавляющем большинстве других моделей блокировать надо все, что довольно трудозатратно и экономически нецелесообразно. Еще один элемент, который участвует для открытия центрального замка, это сенсор на ручках дверей. Не нажав на него, не происходит процедура обмена сигнала по высокой частоте. Он идет из каждого сенсора к модулю BDC. И если блокировать сенсор, то для данного автомобиля надо это делать для 5 цепей, 4 двери и багажник. Из минусов такая блокировка не обеспечит защиту от ретрансляции для запуска двигателя. Наиболее простой метод – шунтирование высокочастотного приемника. Как правило, он в автомобилях один. За такую операцию берется не каждый мастер из-за квалификации и высокой степени ответственности. Поэтому все перечисленное определяет цену услуги по блокировке. Таким образом, после корректной блокировки радиоканала при наличии ключа не происходит открытие дверей. Но если у нас есть на телефоне активное приложение и включен Bluetooth, то реакция на открытие происходит без проблем. Аналогично мобильному приложению работают дополнительные метки. Однозначно, решение всей этой сложной проблемы лежит на плечах самих производителей автомобилей. Чтобы понять, зачем и как от этого защититься, продемонстрируем теоретическое решение на примере следующей анимации. Чтобы выработать решение, посмотрим на время ретрансляции при угоне. Сигнал, идущий от машины к первому угонщику, моделируется из частоты 125 кГц в 433 МГц примерно за 20 наносекунд. Для преодоления сигнала на расстоянии в 300 метров требуется примерно 1 микросекунда. Достигнув второго угонщика, сигнал демодулируется из 433 в 125, тоже примерно за 20 наносекунд, и передается ключу, расположенному у владельца. От владельца к машине сигнал преодолевает обратный путь, поэтому время в нашей формуле мы умножаем на 2. Получаем значение примерно 2 микросекунды. Чаще всего тайм-аут у штатной системы авторизации составляет до 400 микросекунд. Как видим, время ретрансляции намного меньше, чем тайм-аут. Вывод напрашивается один. Для защиты от угона удочкой необходимо сделать время заводского тайм-аута меньше времени ретрансляции. Ну и теперь пару слов о новой технологии, которая это все сможет победить. Называется она UWB. Аббревиатура означает Ultra Wideband, сверхширокая полоса, и способна на малых расстояниях достигать огромной скорости обмена данными при малых энергозатратах, не конфликтуя с прочими сигналами за счет работы в широком участке спектра. Используемый диапазон от 3 до 10 ГГц, но зависит от страны. В Штатах его разрешили примерно с 2003 года. В России много частот еще продолжает быть закрытыми для гражданских нужд. Именно эта технология позволяет быстро определить расстояние, на котором находится объект авторизации, вплоть до сантиметров. И благодаря быстрому обмену данными становится возможным установка отсечка времени диалога между объектами, исчисляемую в наносекундах. Давайте взглянем на анимацию и каким образом UWB применима для автомобилей. Технология может быть организована на уровне мобильного приложения. Несмотря на все достоинства, потребление UWB в 2 раза выше первичного Bluetooth канала, поэтому предлагается комбинированное решение. Первая ступень авторизации происходит в 15 метрах от машины. Затем включается канал UWB, и нахождение человека способно оцениваться не только с погрешностью до сантиметров, но и с какой именно стороны он находится. Технология сверхширокой полосы уже внедрена в тестовый автомобиль Volkswagen Arteon. И каким-то образом еще до выхода в общий доступ чипсета в некоторые модели Jaguar и Range Rover. Реальные сроки внедрения технологии производителями не озвучены. Однако в этом сезоне в наши руки попали некоторые модели свежих ретрансляторов. Поэтому идея проверить на стойкость 2020 модельный год автомобилей кажется нам интересной. В последующих роликах вы увидите новые эксперименты. Также в ближайшее время мы покажем весьма интересное решение ретранслятора, но уже в мирных целях. С вами были эксперты Угона Нет. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. Ребят, до скорых встреч. Пока!